Всем привет, друзья! Вы на канале Save a World. Сегодня я для вас расскажу свою авторскую историю-байку, которую я сочинил специально для вас. Приятного просмотра! В поселке Австралия был прекрасный солнечный день, когда все жители наслаждались теплым летним утром. Небо было безоблачным, а лучи солнца нежно согревали землю, создавая волшебную атмосферу. Птицы радостно щебетали, перелетая с ветки на ветку, а сладкий запах цветущих деревьев наполнял воздух, заставляя каждого глубоко вдыхать этот аромат. Лес, окружавший поселок, казался спокойным и умиротворенным, его зелень блестела на солнце, а легкий ветерок ласково покачивал ветви деревьев. Но внезапно все изменилось. Загорелась хижина в глубине леса. Огонь начал разрастаться с пугающей скоростью, сначала охватив одну стену дома, а затем стремительно распространившись по всей хижине. Языки пламени обволокли стены и через мгновение уже вырывались наружу через окна, превращая их в оранжевые квадраты ада. Черный дым поднялся в небо, становясь все гуще и сигнализируя о беде. Все произошло настолько быстро, что никто не успел осознать происходящее или предположить, что могло стать причиной пожара. Лесник, который обычно дежурил неподалеку, был поглощен своими делами и не подозревал, что он стал косвенной причиной бедствия. Утром он, счастливый и беспечный, отправился в лес за грибами, предвкушая удачную охоту. Отдыхая у хижины, он закурил сигару, наслаждаясь ее вкусом. Закончив курить, он не потушил сигару должным образом и беспечно бросил ее в мусорку у хижины. Именно от этой неосторожности началось все. Малейшая искра, оставшаяся на сигаре, разожгла мусор, отчего произошло возгорание. И вскоре хижина превратилась в пылающий факел, а лесник, осознавший свою ошибку, терзаемый совестью, бросился на помощь, но было уже слишком поздно. Как только лесник ушел, оставив сигару догорать в мусорке, пламя начало поглощать все больше и больше пространства. Сначала языки огня осторожно лизали стены хижины, но вскоре они, словно голодные огненные звери, опоясали дом со всех сторон. Деревянные конструкции начали трещать и осыпаться, превращаясь в раскаленные угли. Багровые отблески прорывались через окна и двери, танцуя на фоне синего неба и создавая зловещее противостояние огонь против природы. Не прошло и несколько минут, как пламя перекинулось на соседние деревья. Зеленые кроны, полные жизненной силы, начали дымиться и вмиг воспылали, становясь частью ужасающей огненной стены. Лес начал гореть, издавая тревожный хруст ломающихся веток и грохот падающих деревьев, которые вплетались в страшную симфонию. Краски природы исказились, и вместо привычного спокойствия лес превратился в адскую картину, где воздух был пропитан запахом горящей древесины и горечью утраченной надежды. Лесник, прогуливаясь среди деревьев в поисках грибов, вдруг увидел серьезный пожар. Его сердце замерло от ужаса, глаза расширились от осознания масштаба бедствия. Лес, который он так любил и защищал, был охвачен пламенем. Поняв, что дело принимает катастрофический поворот, лесник незамедлительно вызвал пожарных. Благодаря его оперативности спасательная команда прибыла на место очага пожара в самый критический момент, когда казалось, что лес вот-вот будет полностью поглощен огнем. 8 пожарных, облаченные в тяжелые защитные костюмы, бросились в бой с огнем. Они работали слаженно и решительно, словно единый организм, каждый член которого знал свою задачу и выполнял ее безупречно. Шум воды, лившийся из мощных шлангов, смешивался с гулом огня, создавая захватывающее и жутковатое зрелище. Пожарные использовали все свои навыки и опыт, чтобы остановить распространение пламени, зная, что на кону стоял не только дом, но и целый лесной массив, населенный множеством живых существ. Среди этого хаоса один из пожарных, выливая воду на пылающие деревья, внезапно заметил маленького кенгуру. Животное отчаянно прыгало вокруг, запутавшись среди горящих веток и искор, словно в ловушке. В его глазах читался дикий страх. Пожарный, не раздумывая, быстро подобрал животное, нежно унимая его тремор, и унес в безопасное место, подальше от огненной стихии. Ценностью каждого спасенного существа была не только спасенная жизнь, но и маленький луч надежды, что лес можно восстановить, а его обитатели будут спасены от бедствия.
После того, как пожар был потушен, пожарные, утомленные, но с чувством выполненного долга, забрались в свою красную пожарную машину и отправились в зоопарк с важной миссией. Маленького кенгуру, который успел стать символом спасения и надежды, аккуратно вложили в специальный контейнер для перевозки животных, обеспечив все меры безопасности. Прибыв в зоопарк, его бережно перевели в безопасное место, вдали от всех стрессов и негативных эмоций, которые он пережил во время пожара. Ветеринары с обнадеживающими улыбками и нежностью в руках внимательно осмотрели кенгуру, проверяя каждую лапку, шерстку и ушки. К счастью, животное не пострадало в результате пожара и получило все необходимое внимание и заботу. Лесник, наблюдавший за всей операцией спасения, стоял в стороне, погруженный в глубокие размышления. Он ясно вспомнил момент, когда беззаботно бросил сигару в мусорку и почувствовал острый укол вины, точно копье, пробившее грудь. Смешанные чувства радости за спасение леса и кенгуру боролись с тяжелым грузом осознания своей ответственности за этот пожар. Он задумался о том, как его неосторожность могла привести к гораздо более трагическим последствиям, и клялся себе быть более бдительным и осторожным в будущем. Зрение застили легкие слезы, но в них отражалась решимость и понимание важности своих действий. Таким образом, этот солнечный день в поселке Австралии стал не только испытанием для жителей, но и важным уроком, напоминающим о том, как значимо беречь природу и быть ответственными за каждое свое действие. Жители поселка объединились в осознании, что их благополучие неразрывно связано с окружающей средой. История о пожаре и маленьком кенгуру передавалась из уст в уста, оставляя глубокий след в сердцах всех, кто ее слышал. Этот случай стал символом не только возрождения, но и укрепления человеческой ответственности перед природой и всем живым миром. Огромные усилия пожарных по тушению пламени не прошли даром. Слаженная работа команды профессионалов, мужество и навыки позволили им выдержать нешуточную борьбу с огнем. Они использовали все доступные средства: мощные водяные струи из шлангов, специальные химические составы и даже воздушные силы для сброса воды с вертолетов. Плотный дым и удушливый жар не останавливали их. Каждый шаг был направлен на спасение леса и всех его обитателей. Вскоре чудо-усилия дали свои плоды. Пламя удалось локализовать. Нанеся решительный удар стихии, лесник и жители деревни с облегчением вздохнули. Пожарные, иссякшие физически, но полные решимости и профессиональной гордости, продолжали патрулировать окружающую территорию, чтобы предотвратить повторные возгорания. Их фигуры, словно неугомонные стражи, бродили среди деревьев, заботясь о безопасности леса. Постепенно лес начал восстанавливаться, будто феникс, восставший из пепла. Саженцы, высаженные жителями деревни, становились символом новой жизни и надежды. Каждый молодой росток, прорвавшийся через почву, говорил о силе возрождения и стойкости природы. Жители поселка, объединившись в великом деле восстановления, превратили этот процесс в ежегодное событие. Каждую весну они собирались вместе, чтобы отметить этот день, радостно и торжественно вспоминая пережитые испытания. Акции по восстановлению леса превратились в настоящий праздник. Взрослые и дети, вооруженные лопатами и семенами, истово работали, понимая важность сохранения экосистемы. Все, от мала до велика, с энтузиазмом высаживали саженцы, ухаживали за ними, поливали и защищали от вредителей. История о пожаре и спасенном кенгуру осталась в памяти людей, словно легенда, передаваемая из поколения в поколение. Она стала неотъемлемой частью местной культуры, вдохновляя на осознание важности ответственности за природу. Вечерами у костра, слушая потрескивание дров, деревенские жители рассказывали эту историю вновь и вновь, каждый раз добавляя новые детали и эмоциональные акценты. Лесник, научившись на своих ошибках, стал активным участником этих акций, делясь опытом и знаниями. Он проводил мастер-классы и обучал деревенских мальчишек и девчонок правилам пожарной безопасности, прививая с малых лет уважение к природе. Так единство и забота о природе стали неотъемлемой частью жизни маленького поселка. Природа, которая однажды оказалась под угрозой, теперь стала основой нового уклада жизни в деревне. Жители объединились в своем стремлении защитить и сохранить свое природное наследие,
и каждый новый день наполнялся радостью и гордостью за общие достижения. Лес, окрепший и обновленный, стал символом не только стойкости и возрождения, но и единства людей в борьбе за правое дело. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где мои авторские истории выходят каждый день.